для тех, у кого есть пальцы и на пальцах. Привет всем! Все возвращается на круги своя. И все, что я делаю, отдыхаю. Ну ладно, по-любому. Знаю, вы меня не видели несколько дней. У меня были смешанные чувства после этой выматывающей недели, которая закончилась. Я, клянусь своей задницей, я выспаться не мог. Даже не втыкал в любимое шоу. Так меня рубило. Прикиньте, брал пульт и отматывал раза 4-5 назад один и тот же эпизод. Вы только представьте себе, как выматывает эта олимпийская неделя столько всего. Ужас! Я уж не знаю, сколько еще смогу это выносить. Но по-любому, чтобы вы знали, мне все-таки приятно. Но это не только тяжелая работа, это еще и мозговой штурм. Мозги просто плавятся. Впрочем, не знаю, как у кого, я говорю про себя. Но меня просто рубит. Рубит вообще. Но оно и к лучшему, надо малость отдохнуть, потому что на неделе я еду в Монтеррей. Точно я сказал, в Монтеррей. И будет гостевое позирование в Мексике. Так что все в порядке, просто нужно отдохнуть. Я реально устал. Я храплю громко. И все, кто рядом, могут затыкать уши, особенно соседи. Как только я залезу в самолет, меня срубит. И я буду громко рыпеть. Поняли? Я стопудово буду втыкать в самолете. Нафиг мне какие-то там фильмы зырить. Я завалюсь спать. Так что я предупреждаю всех, кто полетит со мной, и тех, кто только собирается полететь, потому что как только я поднимусь на самолет, то буду рыпеть. Вот. Как только самолет оторвется от земли, я сразу же усну, потому что устал. Я и так уже еле сижу. А знаете, как-то раз было, только я уснул, кто-то стучит меня по спине. Да, кто-то стучит меня по спине. Меня. Какая-то задница. Стучит меня по спине, пока я сплю. Я такой просыпаюсь, начинаю кого-то искать, никого не вижу. Я говорю вам, вот так, не преувеличиваю. Еще что за хрен меня разбудил? В общем, вот так вот ищу. Никого, блин, ну и ладно. Я снова ложусь, откидываюсь на спинку кресла и, в общем, пытаюсь отдохнуть немного. Хорошо поспать, пока есть возможность. И тут кто-то стучит меня снова по плечу. Да что за жопа? Слышу, кто-то мне шикает. А знаете, что большого бодибилдера, который спит, будить не стоит. Он делает так. Кто это? Вижу тетку. Говорю, никогда больше не буди меня, когда я сплю. Она мне, ты храпишь. Рыпишь на весь самолет. Я говорю, слушай, ты говоришь так, будто это от меня зависит. Не трогай меня своими руками снова. Хватит. Так она повернулась и аж на 2 кресла отскочила. Такая смешная, нет слов.